Он занимал не последнее место в церкви. Он был обаятельным, служителем. И мы занимались одним делом, работали с подростками. То есть он был душа компании, был очень талантливый, еще и музыкант, писал музыку сам. И то есть вот это все обаяние и то, что он казался лучше, чем он был на самом деле, и пытался казаться лучше, ну, это, конечно, затуманило любое критическое мышление. Сейчас, уже анализируя, а, как начинались отношения, я вспоминаю какие-то звоночки. Но в целом его обожали люди, его уважали очень в церкви, его обожали наши подростки и дети. И вот за всем этим образом ты не можешь видеть агрессора, который проявляется глубоко только в семье, за закрытыми дверями. Никто даже представить себе не мог, скорее всего, какой он дома. Я помню, что я пыталась несколько раз расстаться с этим человеком, но он меня не отпускал. Мне становилось его жалко, потому что он становился сразу таким несчастным, чуть ли не суицидные какие-то мысли высказывал. И я возвращалась, думала, ну это мой крест, я должна. Тем более, когда ты в церковной среде, и парень с девушкой встречаются достаточно долго, и все вокруг это знают, то тогда тебе стыдно расстаться с человеком. То есть все видели твою историю, вы были вместе, и кажется, что ты будешь не отличницей. Ты какую-то ошибку совершил, что ты вообще начал с этим человеком строить отношения, там уже годы или год. В общем, я знала, что когда выходила замуж, я слышала, что мои родители были против. Я слышала, как моя мама говорила: «Дочь, подумай еще раз». И так как я не послушала, я думала, что я должна исправить этот брак. Я должна добиться успеха. Я думала, что я смогу из агрессора сделать не агрессора своим поведением идеальной жены. Но я потерпела фиаско, потому что ты не можешь поменять человека, тем более, если он агрессивен, тем более, если он абьюзер. Я помню, что он меня свалил с ног. Это было, кстати, в церкви, прямо в стенах церкви. И угрожал, скрутил меня, пытался, ну, вот так вот чуть ли не задушить. И вы знаете, мне было сложно, потому что я такого не видела. У меня не было примера хорошей семьи в том плане, что у меня не было отца, но у меня были бабушка с дедушкой, которые никогда друг друга руки не поднимали. Я видела, как люди спорят, как происходит какая-то агрессия, но я не знала, как на самом деле гармонично развиваются отношения. Я думала, ну, может быть, так бывает, и это случилось только раз. Потом это начало повторяться. И тут очень глупая история. Ты начинаешь думать, что что-то с тобой не так. Что значит, ты не идеальная жена, значит, что-то ты делаешь не так. И тут вот начался мой марафон, и я решила стать идеальной. Я готовила 3 раза в день самую свежую, лучшую еду, которую только могла. Я изучала массу вебинаров и семинаров, слушала лекции, как настроить отношения, читала массу книг. Я думала, ну я вот за это взялась, я как отличница, я обязательно выстрою идеальные отношения. Но агрессия — это то, что ты не можешь изменить в человеке. Это не твой совершенно выбор, это не зависит от тебя. Тем более, если так выходит, что агрессия направлена на тебя. Ты не можешь это изменить в человеке, исправить, как-то его реабилитировать. И я ушла. Уже после разбитой губы, после того, как я сидела дома, потому что он отключал все средства коммуникации, если я была с синяками или там с какими-то кровоподтеками, чтобы я не могла ни с кем коммуницировать, я не могла позвонить родителям, родственникам, на работу. Он отключал интернет на моем компьютере, забирал мой телефон. И меня выручило только то, что у меня был прием к гинекологу назначен, которого я ждала 3 месяца. И так как я так понимаю, что он очень хотел ребенка, и его мама тоже, я должна была пойти на этот appointment. Меня это тогда спасло из заточения. Я объяснила, что я тогда буду долго ждать, мне обязательно нужно пойти в поликлинику. И я ушла, и я не вернулась, потому что я поехала к родителям, я провела у них около недели. Я вернулась только потому, что он просил прощения, говорил, что никогда такого больше не повторится.
И потому что я поговорила с пастором, и не просто пастором, а руководителем целого ряда пасторов, который сказал: ну ты знаешь, что Бог сочетал, тот человек-то не разлучает. Он опирался на библейские слова. Я подумала: ну что ж, такой у меня крест, я буду жить. И я говорила: ну а если он меня убьет? Значит, такая у тебя судьба. Вот такой был ответ. Я вернулась. Я думаю, ну все, я дам ему последний шанс. И мне все говорили, что ну люди же исправляются, Христос его изменит, он станет лучше, он увидел свои ошибки, понял, что может тебя потерять. Я вернулась. Но уже родители знали о том, что у нас есть проблема. И я уже знала, что они меня поддержат и не прогонят, если я приеду снова. Насилие продолжилось. Мне не нужно было долго ждать. Оно продолжилось буквально через неделю. Да, я не раз слышала. Мне говорили, что, наверное, ты как-то себя вела так, что ты провоцировала на агрессию. Но я анализирую последние вообще страшные воспоминания моей той семейной жизни, и я понимаю, не было уже провокаций никаких, даже с любой стороны, если посмотреть. Потому что я реально пыталась быть идеальной женой. Никогда не говорила никакого слова против. Я была супер мягкой, пушистой. Я делала максимум, что только могла, чтобы избежать всплесков агрессии, потому что я знала, что я играю с огнем. Мой бывший муж, он много раз мне рассказывал, как он меня будет убивать. Особенно после того, как я вернулась в семью после первого моего ухода, дала ему второй шанс. Он мне говорил: я без тебя жить не буду, я убью тебя, потом я убью себя. И он в красках мне рассказывал, как он меня будет убивать. Последние эпизоды были такие, что он подходил ко мне с ножом, подходил сзади и вот прямо примерял этот нож, подносил к моему животу, он его уводил, подносил и уводил несколько раз. Я не знаю, откуда у меня было какое-то терпение и вообще такая выдержка, как вот за эти 3 года я выдрессировалась, что я эмоционально не реагировала, я не плакала. Я собрала себя в руки, я понимала, мне нужно очень спокойно и тихонько выйти из этой квартиры. Потому что я знала, что он мне может снова законсервировать в квартире, обрубить всю связь, я не смогу ни с кем связаться. И, может, действительно, это будет мой последний день. Я помню, как сегодня, как сейчас, что это была суббота. Мы ходили в церковь, которая по субботам ходит на богослужение. И это все происходило утром перед богослужением. И я понимала, что нужно быть максимально спокойной и хотя бы пойти к людям на богослужение. И мне хотя бы это поможет не попасть в большую проблему, если я буду с ним вдвоем в квартире. Когда я уже собиралась и оделась в церковь, он подошел снова ко мне с ножом и уже приставил его к горлу. И в этот момент я поняла, что я больше не могу так, я уже не могу так больше жить. Я приняла решение, что при первой возможности я сбегу. Я это сделаю только, чтобы сохранить собственную жизнь. После того, как я уже понимала, что этот брак не выстоит и проблема не во мне, я действительно пыталась сделать фотографии. И кроме того, я делала это еще потому, что на утро после большого скандала и рукоприкладства он просыпался и говорил: ой, что это у тебя за подтек на губе? Почему у тебя губа такая большая и она разбита? Я говорю: так это ты сделал. Нет, я ничего не помню. Тогда я решила, я буду делать фотографии, чтобы ему утром показать: это сделал ты, как это произошло. Я, честно признаюсь, до диктофона я не помню, что я додумалась. То ли у меня не было такой функции на телефоне, потому что это было 10 лет назад. А, я делала фотографии. Но что потом происходило? Как я вам уже говорила, что он отключал все средства коммуникации. Он удалял фотографии, он проверял мой телефон, он его брал, держал у себя, чтобы я не могла позвонить родственникам, обратиться в полицию, чтобы я не могла ни с кем связаться. И он чистил. Я так надеялась, что у меня будут какие-то доказательства, чтобы показать и представить пастору, который был для меня большим авторитетом. Меня спрашивали, кстати: почему ты не вытащила, не открыла окно, и не вылезла, не стала кричать, звать на помощь? Это одна женщина из церкви, как сейчас помню, на одном из церковных советов она меня спрашивала: почему? Вот ты нам врешь, он не делал ничего плохого к тебе. Мы бы в церкви это заметили. Я объясняла: вы знаете, я работаю как раз на то, чтобы сохранять лицо церкви,
на то, чтобы оно было чистым и красивым для окружения. Это моя работа прямая, как руководителя отдела информации, как руководителя связи с общественностью. И я считаю, что это крайне некрасиво. Мне было стыдно перед соседями, перед людьми, что я оказалась в такой ситуации. Мне было крайне стыдно. И да, какие-то доказательства он удалил из моего телефона. Какие-то доказательства я просто не записывала, потому что я об этом не думала. Это странно требовать от жертвы, чтобы она сразу брала диктофон, когда ее убивают или бьют, и пыталась что-то записать. А не вызовет ли это дополнительную агрессию? А не увидит ли он, если ты делаешь диктофонную запись, что он действительно применит этот нож уже по назначению, не угрожая, а просто тебя лишив жизни? Я хорошо понимала, что в полицию мне нет смысла обращаться, потому что в Российской Федерации как не было закона о домашнем насилии, так и нет по сей день. Как это происходило? Некоторые мои родные и близкие обращались в полицию. Приезжает полицейский, общается с абьюзером, с насильником, тем человеком, который проявляет насилие. И все. Его не забирают в полицейский участок, не сажают там в СИЗО. Какого глубокого разбирательства нет. И он возвращается в семью, к человеку, который пострадал от этого самого насильника, от этого насилия. И я не хотела пополнять эту статистику по жертвам насилия, которых в итоге убили или покалечили. Потому что представьте, какая двойная агрессия происходит, когда у человека состоялся только что в полиции неприятный разговор, и его обвинили в домашнем насилии. Я не обращалась и даже об этом не думала. Я знала, что там мне помощи ждать и искать не к чему. Совершенно бесполезно. Когда я была в безвыходной ситуации, и я просто спасала собственную жизнь, и я увидела, что меня поддерживает моя мама, мой главный родитель, я на самом деле поняла, что я совершила большую ошибку, когда я сразу при первых звоночках не пришла и не рассказала. Это было большой глупостью. Бояться того, что церковь не принят и родители не примут. Бояться того, осуждения, а еще того, что мама скажет: я же тебе говорила. Вот эти причины, почему я сразу не обратилась к родителям. В какой-то момент я обращалась к моим родственникам и к родителям, когда уже было насилие, когда я уже говорила им, что у нас есть проблемы. Однажды мне даже удалось позвонить из леса, потому что мой бывший супруг, он мог увезти меня в лес и вот там обещать меня убить или там со мной расправиться. Он говорит: ну, тут тебя уже никто не услышит, мы не в многоквартирном доме, сейчас я буду тебя исправлять. Я не помню, каким мне чудом тогда удалось позвонить. Я помню, что я из леса позвонила родственникам и сказала, что я в проблеме, что меня увезли, я не знаю, где я нахожусь. И вот если что, ищите меня, потому что я не знаю, если я выживу. Потом мне телефон это, конечно, забрали. Я не помню, вот каким чудом мне удалось успокоить агрессора, и я живая вернулась домой. Я помню, что мне помогло, кстати, чудо. Вот сейчас я вспоминаю, что приехали какие-то люди где-то там рядом на пикник или на рыбалку, и его это немного успокоило, и мы потом уехали. Да, вот я сейчас это тоже припоминаю. Вот такие случайности, они, возможно, просто спасли мою жизнь. Я жалею о том только, что я не ушла раньше. Вот это моя самая глобальная ошибка после того, как выйти замуж за неправильного человека. Люди ошибаются, да, но не стоит оставаться. Не стоит страдать и ждать, когда тебя все-таки убьют или покалечат. И мне повезло, я считаю, мне очень повезло, что у меня не родилось детей в этом браке. Я помню, что семья моего супруга очень хотела детей, и он тоже сам, но этого не произошло. Слава богу, хочется сказать в этом случае. И мне было достаточно просто уйти. Я понимаю, что есть женщины, которые в таком браке, но у них есть дети, и у них проявляется в семье насилие. Им гораздо сложнее, но тот колоссальный отпечаток, который остается на самом ребенке, когда он видит насилие, это страшно, и об этом говорят многие специалисты. Поэтому я считаю, что
я сделала все правильно. Это было одним из самых правильных моих решений в жизни — подняться и уйти, выйти из этих отношений, как бы тяжело не было и страшно. Есть есть жизнь после развода даже в христианской семье. Моя бывшая одноклассница, узнав, что у нашей общей подруги есть проблемы в семье, и она еще не знала, что происходит у меня в семье, и она сказала: "Ну, наверное, она провоцирует, у нее такой комплекс жертвы, и вот она найдет себе другого партнера, и у нее будет то же самое, тоже ее будут бить". Но, как показывает практика, это не так. Я вышла замуж второй раз, я счастлива, у меня родилась дочь. Этот человек совершенно не абьюзер, и действительно, я считаю, что это второй мой правильный шаг в жизни — выйти замуж за этого человека. Я очень рада, что я его встретила. И опять-таки хочется сказать тем людям, у кого опустились руки или кто в такой ситуации насилия находится: ваша жизнь может быть гораздо счастливее. Стоит завершить стоит завершить что-то плохое в вашей жизни, сделать этот важный шаг, потому что, возможно, впереди вас ждет большое счастье. В браке, когда на вас никто не повышает голос, когда вы даже не можете представить себе, что человек на вас поднимет руку. Такие люди есть. Я только сейчас могу без слез об этом рассказывать. Вот за эти 10 лет я прошла несколько курсов терапии с психотерапевтом. Я много выплакала слез. Я действительно о многом жалела. Но я рада, что я прошла через такую терапию и теперь могу об этом рассказывать. И могу этот мой опыт травматичный, непростой, как-то использовать, чтобы помогать окружающим. Это было очень сложное время, потому что я помню, что несколько первых лет, не один, не два, 5, 8, я могла проснуться в холодном поту, потому что мне приснилось что-то из моего прошлого. Или были какие-то флешбеки. Это, вы знаете, когда тебя всю трясет просто потому, что ты вспомнил, как это было с тобой, как это было страшно. И ты буквально покрываешься потом от того, что это жуткое ощущение. Ты в безопасности, ты уже даже в другой стране, очень далеко от абьюзера. Ты в стране, где тебя защищают. Ты с супругом, который никогда на тебя руку не поднимал и не поднимет. Но тебе страшно, больно и жутко и неприятно. Я считаю, что я осталась в определенном плане искалеченной в таком психологическом смысле, потому что если рядом со мной какой-то мужчина начинает громко говорить, это случалось со мной на работе, когда у нас какие-то были эмоциональные летучки, мужчина начинает громко говорить, и даже, возможно, не агрессивно, а просто громко. Я начинаю сразу рыдать. И я не могу с собой ничего сделать. У меня такая реакция. Начинает кричать, может, даже не на меня, а какую-то ситуацию. И я стараюсь сразу куда-то исчезнуть. И такое было немного раз. Я сразу завершаю встречу, говорю: "Да простите, я не могу продолжать это". А если мы продолжаем, я просто начинаю плакать. Понимаете, мне как взрослому человеку, да, или как бизнес-леди, или просто как сотруднику квалифицированному, это жутко не некрасиво. И я бы хотела, чтобы у меня не было таких реакций. Но она со мной до сих пор. Я думаю, что мне предстоит еще какой-то путь реабилитации. Я бы отдала все, чтобы только не иметь этого опыта, не иметь этой минуты славы. Я потеряла очень много сил моральных, эмоциональных, физических, просто восстанавливаясь после этого брака. И я никому этого не пожелаю. Этот опыт, он очень токсичен. И я думаю, что он во многом меня изменил. Не в лучшую сторону. Поэтому мне эта слава совершенно не нужна, мне эта минута, никакие доли секунды. Я просто никому бы не пожелала оказаться в такой ситуации. И ни одна жертва насилия не обязана отвечать ни на какие подобные глупые вопросы. У насилия нет никакого оправдания. Я рада за людей, которые могут вообще спрашивать о насилии, которые этого не испытывали. Вам повезло, если у вас такого в жизни не было. Но такие вопросы задаются не от большого ума.
Человек, который хотя бы раз испытал домашнее насилие, он понимает, насколько это болезненный, травматичный опыт. Насилие — это желание абьюзера контролировать жертву всеми возможными способами. Это совершенно не выбор жертвы, это выбор насильника. Мне понадобилось 10 лет, чтобы быть готовой и не плакать.